Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня я не один, как вы видите, Серега. Так, кто не подписан на его канал, подписывайтесь. Именно этот человек красил крышу на B6, делал эту Audi. Поэтому, может, давно, кто первый раз на канале, мы давно с Серегой дружим, снимаем совместно какие-то видосы. Я у него появляется, он мне появляется. Так что все хорошо. И я смотрю, многим это нравится, поэтому мы снимаем совместное видео. И это видео о том, как мы поехали Сереге искать автомобиль. Он захотел найти B6 по низу рынка. Ты сразу так карты раскрыл, сразу Да. B6. Вообще, изначально, ребятки, я хотел Гольф 4 взять. Да. Потому что Кстати, располагал деньгами там до $6000. Думал взять Гольфик 4, потому что это также легендарная тачка. Я люблю восстанавливать легендарные тачки. Вот, из него можно было сделать прикольный проект. Да и, в принципе, на 1.9 дизеле, православном нашем, то, что надо. Но потом я понял, что за эти самые деньги можно посмотреть B6 Passat, а он намного новее и поприятнее по тому же самому салону и по внешке. Да и, в принципе, это полноценный универсал. А нам нужен был либо хэтчбэк, либо универсал. Поэтому, собственно говоря, да, мы поехали посмотреть B6 Passat. И вообще, всем здорово, потому что Ромчик мне даже не дал ставить слово. Всем привет, кто меня знает, всем привет, кто меня не знает, кто только первый раз меня увидел. Да, и еще Серега, почему передумали Гольф 4 сказать, что Гольф 4 классная машина, относительно простая и ресурс там хороший. Только так как Гольф 4 сейчас ценится, так бы B3 не ценились в свое время. Да, это тоже. Это полный шлак. Гольф 4 в хорошем состоянии от $4500. И до бесконечности может быть. Да, конечно, можно найти там и за 3800, и за 4, но это уже будут компромиссы. Да, в общем, суть у Сереги была, так как он занимается сам кузовом, взять по низу рынка и довести до отличного состояния. Ну, это, в принципе, и правильно. То же самое, короче, что я сделал с Audi. Только ему еще проще, он самому себе платить не будет. Ну да. Только время потратить. Единственное, что мы смотрели не самое дно рынка, потому что были B6 Passat там и за 3200 был. За 3200 был, там полностью в дырах. За 3200 я не видел. Васильковый, вон, видишь, машина стоит, синий хэтчбэк, вот такой Василек. Самый ублюдский цвет B6 Passat, я считаю. Да. Я ненавижу такой цвет. Вот. И но мы такие не смотрели, мы смотрели где-то от 4500 и до 5500. 4800 был один. 4800 самый дешевый был. И 4800? И до 5500. Имеется в виду с торгом. Да. Но вот был, говорю, да, за 3200 или за 3400 вот такой Василек. Ну, как далматинец, везде рыжня. И посередине двери, и посередине крыла, и уже близко к капоту. Ну, короче, жуки везде, где только можно быть. Ну, я на такой даже внимания не обращал. Хана порогом. Короче, там, ну, кузова нету вообще абсолютно. Да. То есть, ну, под разборку, если его разобрать, двигатель, там, кнопка на ручник, если суппорта задние рабочие, моторчики имею в виду. Сомнительно. Вряд ли. В таком состоянии сомнительно. Кузовные элементы не продашь, только стекла можно попродавать с него, там салон, только если купите на разборку, но... Да, опять же, если мотор и коробка в нормальном состоянии, если они тоже в херовом состоянии, то нету смысла даже на разборку. Да, ну, в общем, суть не в этом, суть в том, что мы поехали, нас было 4, Серега был на Volvo, папином, кстати, мы поехали. Как обычно, взял папе тачку и погнали мы смотреть себе машину. И 4 как раз такой хороший тандем и получился в дальнейшем. Серега взял толщиномер и бегал все с толщиномером, я читал ошибки, а парни смотрели ходовую, двигатель, запаривали владельцев, чтобы нам никто не мешал. В этом плане было очень удобно. Вообще, самое главное, когда едете выбирать автомобиль, обязательно берите с собой кого-нибудь, потому что вы в розовых очках поедете, да, на эмоциях. Понравится, на эмоциях вы ее возьмете, а потом не оберетесь проблем. И первое, это поехали на Минск. Ну, вообще-то у нас, короче, как обычно, маршрут один планируется, в результате вышел другой. Но сначала он не поменялся, мы поехали на Минск, и там мы хотели посмотреть 3 или 4 машины. Да, изначально было, по-моему, 3 или 4 машины. 3, по-моему, машины было, но потом еще по дороге мы одну, наверное, прибавили. Были еще некоторые варианты, которые Ромчику понравились по картинкам, но мне не понравились ни по общению с владельцем, ни по той информации, которую я разузнал. Поэтому, собственно говоря, мы ехали изначально смотреть 3 машины, да, в столицу нашей родины. Один черт так и не ответил, что мне обидно было, Сереге еще более обидно, потому что тупо не поднял трубку. Да, звонили раза 4, скорее всего, это был перекуп.
Да. Но там был B6 Passat в жирной комплектации. Максимальной. Точнее, не на кожаном, а на комбинированном салоне. Кожа Алькантара. Да, он же самый дорогой салон. На считается. роботе, цвет классный, рейлинги хромированные и все в этом духе, короче. Ну, этот чел не поднял, ну, я думаю, понятно. Короче, темно-коричневый металлик, такой красивый цвет на них. Вот, Темно-серый, по-моему. коричневый уже Да? такой идет. Ну ладно. Крутой цвет, мне нравится. Темно-коричневый. Я помню, Красиво. когда свой искал черный, либо такой темно-коричневый хотелось. Он классный цвет смотрится. Мгм. Заводская тонировка AS3, все в хроме, да. На DSG DQ250 мокрая 6-ступенчатый 2-литровый дизель, правда непонятно какой. Ну, БМП, скорее всего, 2007 год. Хотя и БКП может быть, но неважно, в общем. Не ответил. Ну и первый был синий. B6. Кстати, ты забыл указать один важный момент. Мы искали B6 Passat именно на 2.0 дизеле. Да, это Да. не Common Rail, потому что Common Rail у нас начался там с конца 2007 года, по-моему. Не, да, ты конец говорил? 2008, середина и 2008. конец. Вот оттуда не Вот, с пошли. 2008 года, поэтому мы смотрели предыдущие моторы, так как бюджет был ограничен. Да, но, ребят, 2008 год, тут многие тоже, помню, обзоры всякие смотрел, до того, как сам еще начал снимать, и во время, как я уже снимал, некоторые, нужно брать 2008 год, ниже 2008 года не брать, это все чушь, открывайте капот, смотрите, что там за двигатель установлен. Год не важен, 2008 год это полностью переходной год, и там встречается все, абсолютно все. Поэтому, смотрите, я рассказал на своем обзоре на B6, когда свой снимал, как отличить визуально даже по крышке, ну, по внешнему виду двигателя. Да, меня научил. Я не знал этого. Вот. Потому что, ну, реально, вам будут говорить, что Common Rail вы видите, и черт кто знает, что там за двигатель. Ну, конечно, профессионал поймет по топливной системе, по всему, но там я само просто объяснил, чтобы каждый человек понял. Ну и первый был такой серо-синий цвет, не Василек, а красивый цвет, такой серо-синий. Да, да. Очень Чем-то красивый похож цвет. на цвет твоей Audi, но немного Да, другой. чуть-чуть светлее вроде что-то такое. Больше синевы, что ли. Ну, так Да, красиво, красиво. Было бы красиво. Было бы красиво, чтобы Точнее, было... было красиво на фотках, прям прекрасно, да, были там некоторые элементы На фотках видны. подмазанные этими баллончиками, некоторые элементы там видно, что ржавчина пробиралась, но, как мы поняли, эти фотки были сделаны, сколько, года 2 назад? Года 2 назад. Потому что скотча не было ни одной ни на одной Да, двери. да. Когда мы приехали, то удивились. Ну, в общем, там, кстати, актуальная информация. Вот когда Серега мне красил крышу, мы там тоже ехали на моем Passat и говорили то, что не надо запускать лабаш. Вот когда отклеивали лобовое стекло и стекло крышки багажника, и Серега кантики мне эти делал, потом перекрасил крышу целиком. Вот это именно тот пример, именно тот самый случай, когда это запущено. Ну так, конечно, да, тут все менять надо. Тут уже не спасешь даже эти двери. Что, Ромчик уже читает? Замена. Да, да. И там тоже неприятно, крыша неприятна. Что будет? Работает вроде неплохо, но весь в масле. Переуплотнять весь надо. И меня вот антифриз смущает. Он не в уровне был. На дизелях насколько это критично? Не знаешь? Попло встречается, левая сторона там. С правой стороны шпакло встречается, левая сторона там родная краска, но это не поможет. Но тут, по факту вроде, но это сам. но ему конец. Все, ему конец. Очень. Да. Кто? А значит, мы сделали. Сделали, приехали. Ну.
Да. И там уже, ну, по-нормальному уже надо пилить крышу. Ну, там- Где-то под Там, козырьки, да, чуть дальше. и Там по уже... крыше, скорее всего, уже будут дыры, и по задней части, по кантикам крыльев тоже. Там уже не будут, там уже есть дыры. Короче Ну, говоря, по итогу, когда мы туда приехали и увидели состояние кузова, мы просто охренели, потому что на фотке достаточно симпатичный автомобиль. Сколько он там стоил? 4800 примерно он и стоил, 4800, ну, да, 4800 или 4900, что он стоил. да? Такое. Вот. А по итогу там даже 4 косаря, ну, не за что отдавать. Просто не за что. Потому что там действительно, я почему сижу с телефоном, у меня все диагностики всех пассатов, поэтому я буду дополнять еще диагностикой. Мгм. Что касается кузова, да, там нечего вообще смотреть, двери, там нечего спасать, нету смысла. Крышку багажника, короче, все, что навесное, все снимаем. Абсолютно. Салон, Просто да. свинарник. Это не салон, Такое а ощущение. свинарник. Такое ощущение, что Там там не и убирали курили, никогда. И трахались, извините за выражение, и все, что хочешь, делали, но никогда его не убирали. Это просто ужас. Но при этом потолок заводской, и он идеально белый. Как это так возможно, я не понимаю. Так возможно, некоторые не перешивают, а покупают другой потолок и меняют. Возможно. Потому что, кстати, насчет потолка тоже актуальная информация. Вот я перешивал Серега на Пассате, здесь мне уже перешивали. Ну, я отдал, мне перешили, поставил. Вернее, переклеили, всегда поправляю, переклеили потолок, да. Там клеили мы с Серегой здесь. И, ну, получается, ровно $100 мне он обошелся. С учетом того, что мы с Серегой сами его сняли. Мгм. Если купить потолок, то некоторые потолки там 150-200 рублей стоят. То есть можно купить дешевле, снять, поставить другой, и максимально в цвет у вас будет, потому что они все светлые, все одинаковые, из одинаковой ткани, из одного цвета, по сути. Там сняли, Ну, поставили. взяв бэушный, как бы машина уже тоже не новая, взяв бэушный, Ну они да, могут там там тоже. через пару месяцев тоже обвиснуть, и опять же вы будете Да, это переклеивать. риск, это по-любому Плюс еще риск. его нужно по-любому отхимчистить, потому что у нас на разборках они валяются, и Да. никто их А аккуратно не содержит. начнете его отмывать, потому что он пыльный, вот как раз он и слезет вниз. И ляжет вам на голову. Прикольно, он по кузову не очень, но, по крайней мере, по мехатронику ошибок нету. Там Да, по роботу кстати, вроде да, бы по, проблем по- не по было. роботу нету. И по двигателю. И, скорее всего, у него ручник работает. Да, работает у него ручник. Потому что я у него спрашивал, он говорит, она стоит на ручнике. Да, он подошел, снял с ручника. Помнишь, как он заводил? Он снял, точно, у него ручник работает. Потому что я с ним разговаривал, там, ну, короче, там зам директора какого-то предприятия на нем ездил. Она обслуживалась постоянно качественными запчастями, то есть по технической, там более-менее, по технической части более-менее все нормально, то есть по ходовой он стоит ровно, все нормально, там, ну, Ну, что мотор мы тоже всё вот, неплохо работает. мотор, коробка, масла, это все менялось, единственное, да, запустил кузов, на кузов он наплевал, салон тоже не чистить, но технически машина еще нормальная, то есть если ее купить за 4 и продать по запчастям, я думаю, что, скорее всего, можно ее отбить и уйти плюс. Да, возможно. Но это... Для личного пользования, даже я, Нету учитывая то, смысла что я их занимаюсь там спасать. кузовным ремонтом, поменять все навесные элементы, у нас одни двери сейчас стоят там 1200 рублей, одна дверь. Да, в 1200 классном белорусских состоянии. рублей. На B6 Passat сейчас цены на навесуху просто неадекватные. Поэтому, конечно, хотелось какого-то компромисса, сами понимаете, низ рынка, но не до такой степени. Когда уже и в Да. крыше дыры, и на арках там на концах дыры, и, короче говоря... Короче вообще говоря, машина не впечатлила, мы даже на ней не прокатились. проще найти какой-то Passat с более-менее нормальным кузовом и все с этого перекинуть туда, грубо говоря, если так Да, брать. да, по согласен. сути. На данный момент точно лучше так делать. Потом поехали мы уже на На автостоянку. салон, да, я уже Автосалон. забыл, как он называется. Ай. Девятка, сит это вообще красиво. О, Infiniti, девятка, серый, 3.5 на автомате. Ага. Вот, такой, как мы приехали, десятка. Да, как он работает? Зато с люком. В салоне, Низ двери 150, 182, 126, 39. Серый, иди сюда. Все бьется так, 130, 150, 120.
То есть заводской? Я сомневаюсь, что заводской, скорее всего, покрасили по металлу. Ага. 6 литров металла. 134, то есть, ну сколько нет. Тут конец, тут надо вот. Да. Ну а так? По дверям что? Дверь здесь тоже 150. Ага. Там 180-190. Видимо, Нормально, вторичный. Да, вторичная красили, видимо, двери менялись, потому что двери, ну, красивые. Угу. Так, а крышу я не знаю. С той стороны плохие двери. Дальше эти левые поменяли, правые не нашли. Правой сюда стороны будет. Крыша сколько там? 160? 136. 136, завод. Наоборот, левая сторона всегда хуже. Померяй 146. крышу, иди померяй в уголочках. Самые проблемные места. Ну, крышки багажника конец. Иди, я снимаю нахуй. 120. Нормально. 110. Давай. А? Короче, родной. Угу. Так, вот здесь. Видимо, был ударчик. Да, удар был. 344. А бампер что не меряешь толщиками? Че бампер не Я боги оставил. Шпакло. Ага. Сколько? 600 почти. 600. Уголочек. По ржавчине, значит, поклевали. 117, 36. Ну, капот нормалек. Капот, скорее всего, тоже минимум. Угу. Надо открыть, посмотреть. Так это и хорошо. Так здесь шпакло. Ну, прям загнутое крыло. Знаешь, Ну. что так варивать. Но не может быть такого зазора. Нет, зазор может быть. Я же тебе говорю, он может быть просижен. Дверь просажена. Не, ну крыша-то родная, но, блин, все равно и покоцан, и зазоры. Сейчас дам толщик, подожди. На. Пользоваться умеешь или как Вова? Только что там уметь? Режим люка. Ну, короче, лампочки, ступицы задние, все это. Но ошибок там дофига и больше показал. Сидушки классные, вот эти с бока. А что такое тёрзает эти деньги? Ну да. Сейчас. Вот, тут тоже. Вот эта красота. Скотч алюминиевый. Ой-ой-ой, колодки видны. А он уже давно стоит. Диски. Ну, бедной смазкой колеса. Ну, видно, что давно стоит. Но я на него вообще надежд не это. Тут получается же. Сейчас надо было завести, тогда посмотреть форсунки на сколько льют. Ну-ка, читает. Как считают все ошибки? Ну давай. А что так туго идет ключ? Ну. Черный универсал с ресничками. Так она якобы вся красивая была сама себя. Ну, она и выглядела, в принципе, неплохо, Ну, но достойно. сразу что смутило, это то, что у нее явно было ДТП по передней части, потому что бампер стоял неровно, И- крыло было, ну, не зафиксировано так, как положено, и по фаре там тоже были какие-то нюансы. Ну, короче, она перекошенная была по переду. Бампер, да, выехал. Бампер торчал явно, что... То есть, в любом случае, как минимум усилители, как максимум лонжероны надо где-то подтягивать. И непонятно, что с ней происходило, потому что мелкие вмятины. Вот на крыле такая маленькая вмятина. Я не знаю, как будто битой по ней ударили или там чем-то. Вот такие вот мелкие вмятины такие были по машине. Ну, не... Кому-то дорогу перешел. Безобразно, что такое, наверное. В общем, по электрике у него не работает сам бортовой компьютер. То есть все красные полосы на красном фоне. То есть ничего вы не увидите, кроме пробега, даты, времени. Ну и классика, ручник у него уже не работает. Ну, заводили Ошибки по тяжело, электрике. Потому что аккумулятор высадился в ноль. Да, и и поставили самый дохлый аккумулятор, да, не с первого По раза коробке называлось. не было там проблем? По Я коробке что-то нету помню. ошибки. Мгм. По коробке нету ошибки. По центральным замкам дверей и вот. Короче говоря, нам этот Passat ну, не зашел. Знаете, вот есть такое ощущение внутреннее, что вот не твое. Он вроде бы как бы по ошибкам не такое критичное. Ну да, Ну, ручник надо да. делать, это не очень дешево, но это как бы фигня. Но то, что он бился в морду, он собран криво. По кузову тоже там хватало нюансов, но их было меньше, чем в первом варианте. Справа двери равно. выпирали, помнишь?
Права дверь Ну, выпирала, какое-то там всё всё, вот, ну. всё вот кривое, косое, непонятное. В салоне тоже что-то непонятное. Хотя по салону Двигатель относительно запускался тоже чистый был. странновато. Ну, Ну да, то, что чистый, понятно. Ну, в автосалоне относительно так, они ж более-менее. немножко там пылесосят. Вот, короче говоря, по чуйке мы решили, что тоже не наш вариант, и поехали дальше. Поехали дальше. Выезжая из него, мы звоним в другой автосалон. Там серебристый стоит. И нас ждут до 7 вечера. Они до 7 вечера или до 6 они работают. Ну, По-моему, до неважно. 7. И мы думаем, что, в принципе, мы туда все равно успеем. У нас было ограничение по времени. Мы выехали в 6 утра, приехали к 10. Нам надо быстро. И, ну, ради одной-двух машин, Сергей, гнать машину, все понимали, что надо максимально искать машины. И тут Вова, который был моим напарником, пассажиром, что Серега, нас было 4. Сбоку сидел Игорек, который здесь в пороге варил. Кто смотрел видео про Ауди, тот знает. Сзади сидел Меня тоже его наш еще один друг Вовик. Он и я сзади, слева ехал, он справа. И он давай мониторить тоже Passat, подключался максимально. И он нашел 3 Passat. Один фиолетовый универсал, который мы Серега видели накануне. Вот там выгнила водительская дверь, там уже, ну... По фотографии видно, что двери все криво стоят между собой. Там машина за 500 тысяч пробега. Ну, там, и там и видно, что она замучена. Да. И 2 седана Вова нашел. И мы звоним по одному, такой красивый. Честно говоря, нам всем понравился. Вот, всем Да. нам 4 по Хотелось, фоткам, как конечно, написано. универсал. Мы искали целенаправленно универсал либо хэтчбэк. Ну, изначально я говорил об этом. Но решили все-таки посмотреть и седан. Этот седан, И, кстати потому говоря, важное замечание. Это я вот заметил из своего опыта. Я уже сделал, наверное, 5 или 6 пассатов B6 Мгм. по кузовне. И в седане кузов живее, чем в универсале. Почему так происходит, я не знаю. Ну, потому что седан покупает такой человек, ездит на работу с работы, а на универсале, если шабаш отстроится и так далее. Бульбу таскать. Но в моем, по-моему, ничего кроме таких запчастей, Ну, у тебя такого барахла понятно, не у тебя ездило. понятно. Но я не нахваливаю, он так оно и есть. Кроме людей в багажнике у него никто не ездит. В общем, он нам понравился. Он стоял 5200 или 5300. 2008 год. Там Да, пробег. на Common Rail уже. Да. Уже Common Rail у него. Что нам понравилось? DSG мокрая. То есть все как хочет Серега. Common Rail'овский мотор самый такой уже свежий. Мгм. DSG. Круиз есть, климат-контроль есть. Ну, короче, по все комплекту все красиво. устраивал. По... Все так красиво, по цена описанию сладкая. устраивал, да, цена неплохая. Ну, мы нашли там рыжики на задних арках, на двери. Ну, Серега говорит, херня-то я сделаю, если что, переварим. Задние бананы, это классика. Так по дверям, по всему, ну, там по фоткам посмотрели, вроде все нормально. Звоним человеку. Человек, да, оказался это друг владельца, я так Ну, понимаю. как он говорил. Как он говорит, скорее всего, это сам владелец. И, в общем, ну, давай посмотрим, что нет. Реально так, нам понравилось. Мгм. Приезжаем мы на парковку, звоним ему, вот мы стоим, где вы сказали, он едет. Мы все 4 вышли, стоим, он так в 20 метрах к нам подъезжает. Мы так смотрим, блин, красиво. Ну, реально красиво. Да. Красиво. Красиво, Красиво. замазали. Достаем мы компьютер, достаем мы толщиномер. Серега, иди, читай, я сам все сделаю. Но все-таки левую сторону я сам обошел. Мгм. По левой стороне, ну, понятно, машина красилась, двойной окрас, то ничего не говорю. Ну, ты обошел только по внешке. Так, 400, самое место 1700, 700, 450. Все шпакле. Шпакло за 400, тут у нас 400, тоже все шпаклевано. Крыша крашена здесь 300. Дверь во втором окрасе, здесь свыше 2000, здесь на 500-600, дальше второй окрас. Здесь 1700, здесь 400, все в шпакле. Короче, видимо был удар вот сюда, в эту часть. Что справа серый увидел? Слева, говорю, задницу где-то ему прилетело.
Что, тоже кромка в шпакле? Есть там, Крыша мята, видимо, выгибалась. А, тут это еще не ясно. Слева все шпак. Здесь вторичное его шпакло 400 Вот, было. вот А стекловолокно. вот здесь стекло. А так 300, ну еще второй окрас, где-то тонкий слой шпакла. Короче, в левую сторону она ударена, я понял. Потому что... Так, да, по внешке. Потому что там потом ты подошел, забрал толщиномер, я сам буду. Ты Да. иди читай. Я комп успел подключить, он читает ошибки, я толщиномером... А, вы его начали разбалтывать, давай расскажи про машину. Ничего не знаю, машина друга, туда-сюда, я ни при чем. И так далее. Левую я прошел сторону. Водительская дверь нормальная, крыло, там, по-моему, шпакло есть на крыле. Задняя левая дверь сверху нормально, а ниже интересней. Короче, ниже молдинга этого хромировано, там шпакло по 2000 слой подходил. Или даже за 2 выходил. Крыло заднее левое, там уже, получается, шов между крышкой багажника и крылом. Там уже шпакло, там уже 450 под 500 и ниже тоже интересней. Короче, видимо, сзади слева в нее влетели. Либо вообще в задницу вымяли. Да, И делали но эту не часть. факт. Дальше было интереснее. Ты еще протыкал крышу. Да. На крыше тоже было шпакло, там больше 1000 микрон, по-моему. Ну, не больше 1000, но хорош. Ну, около того. Шпакло да? есть, шпакло Около есть. того. Там. Но дальше было интереснее, когда я забрал толщиномер и пошел промерять стойки по внутрянке. И правую сторону. Да, я обнаружил шов, ну, практически по центру стойки. То есть выше нижней петли. Шов, чтобы вы понимали. И это было и по задней части, и по передней части, и по средней части. То есть, либо эта машина была перевертышем, Что, скорее всего. либо хорошенько получала в обе стороны. По обоим сторонам такая фигня была. Да. Первая форсунка, лед 1,2. Угу. Вот, так что, когда мы это поняли, мы решили, что нафиг оно там не надо. Хотя покрашено очень даже неплохо. Очень неплохо. Да, ровненько. Да, уже рожня пошла в некоторых местах, парочкам рожня пошла, там по крыльям тоже были какие-то нюансы. Но их было намного меньше. И так в общей массе машинка выглядела достаточно неплохо. Но скажу так, она не была помыта там прям идеально, он приехал пыльным специально. И вот когда открываешь от уплотнителя в машине хорошие, вот в B6 вот видно, все равно они сделали шаг B6 в сторону более премиального качества, чем народного автомобиля. И когда стойка пыльная, так даже незаметно. То есть такую машину надо столчиками идти смотреть, потом же так смотришь. Но на самом деле по стойкам даже Незаметно, незаметно было бы ну, на чистой. Да. Потому что там реально как будто вот только недавно покрасили, она прям свежая, лак блестит, все Красиво как так надо, все всё сделано. красиво. То есть Я минимум просто отличий с моей. Тыкал, а потом такой, ё-моё, что-то поднимается. И все выше, я думаю, как это такое может быть? Ну, типа, я думаю, ну ладно, переварили там пороги, ну знаете, как они под низ Да, обычно да, режут, да. переваривают. Это фигня. А я все выше, и получается, что Слой шов увеличивается. выше петли нижней. Да. Это уже, конечно, заставило задуматься. Ну и так сделано все красиво. У меня 60-80 микрон. И так визуально на глаз все так нормально. Единственное, что видно, что шагрень сюда красили. Но действительно там и сильно высоко там уйти нельзя, потому что там заводская наклейка. Да. Наклейку нельзя убирать, Да. потому Ну, наклейку потому мы не проверяли, может быть, она не заводская, может быть. Ну, она ее можно заменённая. отклеить и приклеить, Да, это все ерунда, и, да. и кузовщики это делают. Конечно. Греют феном, снимают аккуратно, потом можно на пластиковую Дубликаты поверхность. сейчас делают вообще Ну, никаких тоже. проблем. Да, кстати, и диагностика получается в ГАИ, это тоже проблем не будет. Тебя на экспертизу отправляют, проверяют ВИН-код спереди справа у B6 Passat, на правой стороне ВИН-код выбит, получается. Под лобовым и здесь 3 места. Сравнивают и все туда-сюда и вас отпустят. Кстати, по ошибкам. Здесь уже был интересен мне автомобиль, потому что здесь Тут ошибка коробка по была. распредвалам. Не подошел.
Ну и в принципе, кузов седан, Хорошо ее ушатали. кузов седан не хотелось на самом деле. Поэтому поехали мы дальше на официальный дилер. Да. Атлантем, по-моему, это был. Атлантем Запад. Раньше там как раз Volkswagen продавались до всех событий. Собственно говоря, поехали мы туда. Потому что была надежда. До этого там был тоже B6 Passat, когда я еще не успел Audi продать. И его быстро забрали. За хорошие прям деньги, он был неплохой. Вот. Вообще, в принципе, все варианты, которые я подобрал до того, как у меня забрали Audi, все их забрали. Короче, чуйка у меня нормальная. Вот, но мы уже выбирали из тех новых вариантов, которые остались. И действительно... на Атланте, да. Ну, рассказывай. Ну, и я хотел сказать то, что это было на другом конце города. Мы поехали по кольцу вокруг. И за это время... Не суть важно. Кому это надо? Это важно, потому что мы ехали около получаса, и Вова нашел еще один, ну, тот седан второй, который Вова нашел из 3 машин, потому что фиолетовый универсал мы отфутболили. Этот седан нам, мягко скажем, не подошел. Еще один седан вылез, тоже минский, тоже 2-литровый дизель, но на механике, но комплектация хорошая. Давай звони, тоже Вова позвонил, и оказалось, что человек пишет Минск, а сам находится практически на границе южной в Столине. Говорит, я буду через неделю, чуть больше, то есть, ну, короче... Так по фоткам... Как так можно продавать машины? Ну, выставляй тогда позже, если ты будешь. Ну да, ну, либо напиши местоположение, где ты находишься. Потом можно изменить и все. Хотя, надеется человек, что какой-то минский заберет. Поэтому так и поставил. Ну, думают, подождут его. Ну, так тоже немного расстроились, потому что... Не сильно, потому что это седан, но, блин, состояние хорошее. И тоже, по-моему, 5500 было. Да. Тоже сказал... Нам понравилось то, что он по телефону признался, ручник не работает, что-то еще какие-то косяки он признал. Аккумулятор староват, он сам сказал, что придется менять. Так, ну, так более-менее честно отвечал. Ну да, когда по общению вот такой человек попадается, то хочется, конечно, машину посмотреть. И приятно разговаривать, да. Не хотелось, тем более седан. И тем более, ну, мы еще не до конца его отфутболили, потому что у нас был Пинский еще в закладках. Да. И мы думали, что на обратном пути, но, честно говоря, я сомневался, потому что уже дело близилось к 2 часам, нам 3 часа ехать, и это будет ночью. Уже ладно, не так. Мы хотели рассказать про Атлантем, рассказывай. Едем, да, на Атлантем. Подъезжаем, да, эту машину взяли у людей, получается, в трейд-ин, да, там стоит, ну, дофига джили, других машин, там пару микроавтобусов, и он стоит. В трейд-ин он сказал, что неделю она там стоит только, или там 1,5 недели. Неделю, да, он сказал. По внешнему виду Вове очень понравилось, я когда смотрел объявление тоже, ну, конечно, фапаешь на картинку, прикольно было то, что крышка багажника от американца, то есть под квадратный номер. Это было так прикольно. Не, вообще, по внешке внешнему виду неплохой, один из лучших. Классный, да. Один из лучших. По кузову он стоял за 4800. Торг мы спросили сразу, сказали в районе $150. Больше никто не скинет на него. То есть, получается, 4650 за него дадут. Где там Серега с толщиномером бегает? Я тут. Тут уже Серега. Порог уже пошел. Самые важные места тыка. Ну что, задняя проварка не в шпакле, а в родне. Рыжая, но в родне. Вверх родня, низ вторичка. Пускай двигатель мне сфоткают. Какой там двигатель стоит. Да я не хочу от него избавляться, начнем с этого. Так. 235 тысяч, да вы что? 2006. Вторичный окрас. Ну что, серый по толщику? Я же говорю, одна дверь только в шпакле, остальное вторичка. Вторичка? То он самый лучший по кузову получается, да? Уже хорошо. Так, по форсункам вообще красиво. Лучше, чем в остальных. Так, эти работают. Передняя, задняя. И задняя работают. Пока. БМП-2, охлаждайка тоже. Ну что по форсункам?
Ну, лед хорошо, Так нормально, за ровно. неделю налет на дисках образовался ржавый. Что, все элементы меняные, а шпакло только на задней левой? Да. Или... Больше толщик ничего криминала не показал. Америкоса. Марки конец. Самое главное проверяет магнитолу и музыку. Так. Защита его выбрана. Мишка есть даже. Не заделали дырку. Подкрылки смотри. Тут я толщиномером вообще ничего не мог сфоткать, потому что мне уже Серега забрал, все, иди читай. Я пошел читать. Да, я тоже на самом деле не снимал ничего, я только одно место там нашел шпатлеванное, но Задняя левая часть, сам менеджер сказал, что на этом Passat менялись практически все навесные элементы, если не все, я точно не помню. Поэтому все навесные элементы по факту не заводские. Поэтому этот кузов самый и живой и оказался. Да, самый Парочкам красивый там такой. уже были какие-то нюансы. По дверям тоже было. Рыжики тоже были, да. Рыжики, по капоту были небольшие рыжики. Но в целом это тот кузов, с которым можно было работать. Но, Да. Но, всегда но. да, большой. Ну, по бортовой сети классика тоже все мухлевали с аккумуляторами, ставили старые аккумуляторы. Подушки видят, по безопасности, видимо, восстановлен. Хотя, если не сильно удары, то там подушки не Ну, стрельнут. чего восстановлен? Он не битый. Я не заметил там никаких Ну, черный нюансов. был битый, я про это говорю. Он не битый, да, нюансов нету. Но я почему сказал... Понимаешь, смотря какой удар. Нет, так я про это и Смотря говорю. куда. Если Смотря там куда. попало, грубо говоря, в этот датчик, где... Да, который да, активирует да. подушки, Ну и да, плюс, окей. плюс скорость. На 60 они точно все стрельнут. А вот раньше да. тоже. Короче Вопрос. говоря, тут суть даже не в ошибках, а в том, что коробка передач, во-первых, завели мотор, он чуть не Выпрыгнул, да. из-под капотного пространства, это просто было страшно, парни аж отлетели оттуда. Их, Ну, короче, по мотор технике, по работал технической неровно, части. мотор запускался плохо. Он плохо коробка- запускался, потому что, опять же, по надуву проблема. да. Турбина либо передувает, либо не додув, Да. и постоянно Коробка тоже, непонятно. по-моему, там переключалась Ну, так себе. И мне По тяжело тормозам было. вообще можно ничего не говорить. Сказали, что неделю стояла машина, а машина вообще не тормозила. Я не понимаю. как Мы это можно. едем, уже пошел такой моросячка, и легкий мороз, был гололед. Но я выезжаю на более-менее ровную поверхность, там льда нету, потому что там луж не было. Я думаю, вот по сухому отторможусь. Начинаю тормозить, машина все равно ее заметет, недостаточно тормозов. Там уже как будто колодок нету нафиг, вообще, в принципе. А я ехал на первой передаче. Там, Ну, там они уже 10. такие ржавые, как будто она стоит там не Ну, неделю, никто-то не менял. а пару месяцев. По рулевой рейке тоже на люфте, то есть рулевая рейка, турбина, все тормоза в круг, то есть там по технической части нормально так проблем. Мгм. Плюс электроручники, задние суппорта. Поэтому опоры двигателя, опять же. Да, вот опоры двигателя прям надо. Сцепление, случае, сцепление, это- потому что там тоже было, у всех машин были тоже уже на маховик, все указывало, в общем. Мгм. А лезешь к маховику, лезешь и к сцеплению, короче, $800 подарка в каждой машине. Да. Поэтому по кузову хорошо, но технически не особо. Двигатель так без потеков, ничего такого не было. Пара мест. Ну, видно, что провода кидали на турбину, что с актуатором, с турбиной проблемы. Но, в общем, технически она нам не зашла особо. Мгм. Да, это тот вариант, когда по кузову очень зашла, а по технике не зашла Это- вообще. Это тот... Если бы был какой-то компромисс по технике, я думаю, я бы ее забрал. Потому что ценник хороший, торг тоже пойдет. Конечно, хотелось бы больше, но Короче пойдет. говоря, чтобы Но в они... техничку нужно было бы вложить сразу же полтора косаря. Сразу. Короче, суть в чем? Берем синий, серебристый, и из техничку синего кидаем в серебристый.
а техничку серебристого кидаем в синий и выставляем за 1800 каких-нибудь или за 2. Ну да, но у нас был еще Ну, один это вариант, шутка. уже последний, скажем так, вариант, который мы нашли в области, да? Нет, Островце. у нас... про Островец я хотел немножко интригу сам скинуть. Первую А. интригу я спалил, сейчас ты. В общем, посмотрели мы серебристый, поняли, что нет. Здесь уже план, поехали куда-нибудь поедим, потому что уже время после обеда. И мы даем 2 последних шанса. Звоним тут же этому максимальной комплектации, такому кричим, он трубку не берет. Но думаем, хрен с ним, пока мы будем ехать, мы на другом конце Минска находимся, нам надо возвращаться на М1, то есть в сторону Брестской области, туда. И мы едем по дороге, звонили ему еще раза 2, по-моему. Мгм. И тут мы находим, да, Островец, 2-литровый дизель, как впоследствии оказалось, БМП на ДСГ. И вроде человек тоже адекватный. Да. по Но и разговору. мы Ну, решаем... опять же, это периферия, там люди Ну да. обычно добрее, легче идут на контакт и все в этом духе. Обычно. Да. Не всегда Обычно, бывает, не всегда, но так. обычно. В общем, меняем мы маршрут и давай на Островец. Двигаемся, да, по Гродненской трассе, да, в сторону Островца. Да, Находим там офигенную кафешку, кстати, да, нашли. классно, Очень классно, вкусно. офигенно, блин. Там, Красиво. Я всё. парням говорю, едем и смотрим, где стоят фуры. В итоге Мгм. нашли такую кафешку, очень классно поели. Наша белорусская народная кухня, все классно. Да, все супер. И в итоге Ну и двинулись самое сюда, в Островец. Самое главное, что никогда не надо спешить, ребят, такие пидстопы, закусочные, такие забегаловки, потому что по цене, что давиться каким-нибудь гамбургером или чем-нибудь подобным, На заправке, да. на заправке, то лучше поесть или нормально. покушать борщик со вторым Да, таким первого, компотом. второго, третьего, это вообще Да, классно было. всё супер. Ну и двинули мы на Острец. Конечно, из-за этого, из-за пути мы потеряли время и уже были немного на нервах, потому что нужно было спешить. Нужно было спешить из-за того, что нам Да. нужно было еще в Пинск. Вот. Да, А потому что мы подразумевали, что мы да, на обратном мы пути решили, поедем что в Пинск Мы на обратном пути поедем в Пинск. и заберем эту машину. В общем, приехали мы. Первое, обошли кузов. Я шла, не вижу, если оно... Уже тише, на звон головы. Ну. Сколько? Все шпакли? 700, нет, кстати, нормально. 700? Это ненормально тоже дохера. Вот так все стандартно. Много там шпакла? 0,5, но... Были там дырочки или нет, Мы уже сегодня весь день в Яздах. Все смотрим, все Ну, к кузову я уже тоже не лез. Полез ты первый. обходил, да. В общем, Давай коротко, потому что мы долго трендим. да. Короче говоря, Как части только завели самый живой машину. вариант, да? Да, но тоже есть нюансы. Да, Завели, идут вибрации. Во-первых, от маховика, второй от опор двигателя. Тоже ошибки по заслонкам. Электроручник не работает, как у всех. Все, в принципе, неплохо. Ходовая относительно хороша, потому что если серебристый, кстати, не сказал, серебристый стоял уже опавший на заднюю ось и на Мгм. переднюю, он так заниженный. Не искусственно, Пацанский. пацанский, да. Просто уже просели пружины, сдохли аморты, аморты там текли. Игорь, по-моему, заметил это все. Мгм. Рулевая рейка тоже текла. То здесь машина стоит ровно, четко, нормально, и ее не швыряло, когда мы с Серегой поехали. Мы сели, за руль сел я. Это была вторая машина, на которой мы поехали, Да, в принципе. да, Вот серебристая кстати. была первая, и это была вторая. Да, на остальных мы уже и не ездили. Мы не ездили, да. Потом я еду, все нормально, по машине претензий нету, по рулевой рейке, как ни странно, тоже ничего нету, но руль стоит кривовато, видимо, делали ходовую,
и не сделали сход-развал. Либо сход-развал делал какой-нибудь Вася, который ровно руль не поставил. Но резину там не жрала, я не Может, заметил. Петя. А может Петя, а может Алёша. Вот, и всякое может быть, короче... Сейчас ребята обидятся. Да, вот хотел сказать, ребят, не обижайтесь, это плоский юмор. Выехали, все нормально, в общем. Ну, как обычно, до 40-60 проблем не возникает, но мы выехали за город, и давай подкидывать в гриву с положительных моментов. Ее никуда не несет, не швыряет, не кидает, тормоза отлично. Я жму на тормоза, машина начинает закапываться. Короче, как, Да, как, по на- тормозам как, мне как прям надо, очень зашло. как надо, все Хоть хорошо. ручник не работает, но тормоза То зашли. тормоза классные. Ручник не работает, он говорит, что начались глюки по по моторчикам, короче говоря, и он скинул фишки, чтобы машина не сработала, если говорит, чтобы сам на автомате не нажал вдруг, потом не разожмет. И, короче, он скинул фишки, поэтому Мгм. ошибки по ручнику и по это все вещи. Но негатив то, что во время движения я ей даю от 90, 100, 110 и геометрической прогрессии возрастает вибрация. Едешь, и у тебя уже руль трясется, как вот это за пулеметом. Уже, Да, блядь. хотя он изначально Начинает- говорил, что это только проявляется на холодном. На холодную, когда завел, легкая вибрация. Но я уже чувствую на ходу, что вибрация идет конкретная, ее трясет на ходу. Уже маховик нормально дает о себе знать. И я так еду, говорю, вот негатив маховик. Серега говорит, я тоже чувствую. Я сижу и думаю, если нам его покупать, как нам его сюда гнать? Допустим, если Серегу по кузову все устроит, потому что я смотрел ошибки под капотом вместе с Вовой, а Серега с Игорьком больше кузов оббежали. Ну, Игорек тоже техническую часть посмотрел, потому что Игорьку, если что, варить и делать, они начали смотреть именно кузов в нем. Все профильно. Да, Пошли. все профильно пошли. Я вот, это А первое... Вова печку клацал. Да, и кондей. И кондей у него работал, кстати. Мгм. И я кузов в этой машине не смотрел. Единственное, что я заметил, ну, визуально, где жуки на крышке багажника, вот эти вещи. А целиком я кузов не смотрел и по низ не заглядывал. Я думаю, если Серега устроит кузов, я еду на ней, думаю, ну, по техничке все нормально. Думаю, а как нам ее гнать, Мгм. в принципе? Потому что вибрация конкретная стоит. Мы можем, порвать, что там есть, грубо говоря, уже от такой жесткой вибрации. Вибрация на всех скоростях, кстати, вон Вова идет. Да, я тоже заметил. Вот. И по сути, Короче говоря, 200-300 километров пути, и думаю, блин, а как мы ее пригоним? Я сижу и думаю, а как мы пригоним? Да, но при Потом- этом это единственная машина, которая нам понравилась по технической части. Да, вот это вот с маховиком проблема есть. Тоже 800 баксов вынь да положь. Да, самом маховик начале- сцепления сразу. Да, просто комплектом меняешь и все, и Плюс, забываешь. плюс Но опоры. видно, что двигателя. тачка хозяйская, но при этом владелец хоть и по общению был приятным, но до хрена чего скрывал. Потому что когда я Да. посмотрел кузов, абсолютно все элементы шпатлеваны. Абсолютно все. Я не знаю, что делали. Да, и он говорит, мне посоветовали маляра, я отдал маляру, я не знаю, что он с ней делал. Я говорю, вы варили ее, не варили? Он говорит, я не знаю. Я у него еле эту машину забрал, и все в этом духе. Ну как это может быть? Я не понимаю, серьезно. Но У скажи... меня, когда клиенты приезжают, они постоянно интересуются, как проходит работа. Да. А тут человеку как будто плевать, потом он еле-еле через 4 месяца эту машину забрал, Да, он да. еще не знает, что сделал, но покрасили в итоге плохо. Ну такого не бывает просто нам. Ну, я говорю, а скажи, что было? Ну, было проблема, это Passat, Да, ну, ржавчина, как обычно. да ё-моё, ну, пороги, хорошо, пороги варил, честно, ребята, не знаю, Ну, ну, блин, там и по аркам, и по порогам, и по, по внутрянке дверям. порогов. Все было в шпатлевке, везде была шпатлевка. И у меня когда-то был проект по Honda Accord 5-го поколения, я тогда ребятам сказал, что после этого проекта я зарекся такие машины не брать. Потому что ты, когда вскроешь эту шпатлевку, ты можешь таких проблем да. набраться, что не разгребешь их за год и за два. Поэтому я сразу отказался от этого варианта. Хотя, учитывая то, что у него 2.0 BMP, да, хороший Да, мотор. БМПшник, да. У Со него Samsung. робот, у него тормоза хорошие, там, Ну, технически клима там, да, работает, вот это вот. кондей работает. И цена на него была Он 4500, и он торганулся до 4850. 4850 он отдавал. 4850? Мгм. 4800. Подожди. Было 5200 или 5100, или пятерка вообще. Я вот не понял, около этого. Да, пятерка была, и он скинул, 4850, говорит. Да, 800. Ну, я говорю, 4800. Это типа был самый, наверное, один из самых дешевых вариантов, если не самый дешевый вариант. И такой живучий.
Да. Не, серебристый дешевле всех был. Но опять же, ты ничего не знаешь. по Что кузову. под это шпаклё. Да. Если бы он был ржавый, это было бы намного лучше, чем он вот такой зашпатлеванный. Потому что по Да. шпаклевке может быть все, что угодно. По ребят. ржавчине ты видишь, что, как и почему. Так что по сути, учитесь что на делать. моем опыте, не влазьте в такую херню. Если вдруг вам тачка прям нравится, но вы видите, что она везде шпатлеванная, не лезьте. Почему я вот Audi тогда и взял? Потому что вот пороги никто не делал. Я вижу, я посветил фонариком себе, обсмотрел днище. И думаю, так дырок нету под днищу. Навесуха понятно. То есть можно брать. А уже было понятно, что пороги надо спиливать. И днище вот мне не подвело. Всегда, когда А ты там, выбираешь когда, ну, тачку по низу рынка, ты всегда ищешь компромисс. Силовуху если- главное, да. Если тебе важна там техничка, то ты смотришь больше на техничку, делаешь кузов. Если тебе важнее кузов, ты выбираешь кузов, доделываешь техничку. Это всегда так. Мы это, ребят, прекрасно понимали. Но мы не думали, что до такой степени все Все плохо. плохо. И самое интересное, что до 7 тысяч, то есть от низа рынка, от самого низа рынка до 7 Да. тысяч долларов, Все одинаково. абсолютно такие же варианты. Абсолютно. То есть Passat B6 по итогу нужно брать от 8. И Потом- то смотреть очень внимательно. Да. От 8. Потому что там будет чуть-чуть получше, скорее всего, но тоже далеко не уйдет. Да. Единственное, что с этим Островцом, если бы он меньше мухлевал перед нами и показал бы фотки хотя бы до этого Да. Маллера, Да. то можно было бы подумать еще. Но опять же, у меня в голове сидела мысль, нам надо ехать 300, даже больше километров. Каких 300? Там почти 500. Мгм. Там до Столбцов доехать, выскочить на М1, и по М1 у нас больше 200 километров надо рулить. Короче, 400 с хвостом. И думаю, и как ее гнать? Ее надо гнать, вон эвакуатор стоит, желтый спринтер. Вот как раз таким способом. Считаем, 1,5 рубля за километр, нам, 300 баксов его сюда привезти. Да. Поэтому смысла никакого. И 300 тут баксов Эвик, 800 сцепа. и он в нафиг семерку оно в 7500 и неизвестно, встанет. Какой он встанет? А кузов? Кузов самое главное. Нет, так я 2 куска накидываю. Ну, То есть мы получаем 6800. А, да, не хватает. В восьмерку. ну, Восьмерку встает. ну. Поэтому, То лучше, как говорится, поездить на велосипеде, Да. насобирать денег и купить сразу за 8. да, лучше уже Логан купить. Вот. И по сути, ну, мы разочаровались много. У нас был пинский вариант, и мы решили разворачиваться и ехать на Пинск. И пинский вариант был самый офигенный, на который я возлагал больше всего надежд. Да, По описанию шикарно, потому что, ну, видно, что человек занимался автомобилем, он прям все описал досконально, что делал. После общения с ним я в этом убедился, что человек шарит в этой теме, как говорят. и он рассказал, где обработал, где не обработал, Да, он где что обрабатывал сделал. автомобиль в свое время. Но тачка была похуже комплектации, чем все остальные. Да, Но на него, да, я возлагал больше всего надежд. но в принципе, когда мы ехали в Минск, и по Минску я зашел на бампер бай, и там продавался комплект кожаного салона, максимальная комплектация. Ну То да, есть там в этом эти Passat сиденья- был самый дешманский салон, и мне хотелось что-нибудь повеселее. там, с прямоугольный подогревом. руль этот Да, руль квадрат. ублюдский. Вот так его и называю, ублюдский руль. А не Э, прямоугольный. Климат-контроль был, круиз-контроль был, все остальное, вот, самое дешевое сиденье. Ну, самая дешевая комплектация. Вот. И, ну, я посмотрел, $500 стоит хороший салон с дверными картами, все сиденья, пластик, подлокотник, весь этот пластик, то есть, ну, снимай, доставь. Тут $500. тут самое главное, стоит заметить, что он был, как ты говоришь, в самое дно комплектации. На самом деле там не самое дно, по-моему. Самое дно. Самое То есть дешевое сиденье. То есть круиз Просто- это все равно в любом Passat. Не, ну круиз есть. Тот серебристый со слонима был без круиза, там еще Ну ниже вот. комплектация. Вот. Я Вот ж тут говорю, хоть, не ну самое да, дно, ну не самое, ну там, Но он был самый дорогой. Самый дорогой. Он стоил 5800. да, или 5850. Но он был в что таком такое. прикольном тоже, как ты говоришь, коричневатом цвете. Не, вот такой он был симпатичный. серый, он серый был, как моя Audi практически. Мне кажется, ты что-то путаешь. Не-не-не, тот был темно-коричневый на DSG, а этот серый. Нет, наоборот. Ссылка у нас осталась, можем посмотреть. По-моему, наоборот. Серый он был, Ну ладно, я помню этот биться не цвет. будем. Вот он чуть-чуть темнее моей Audi, такой тоже, ну, B6 в сером цвете, я думаю, многие знают и понимают, что это за цвет. Да, красивый, классный цвет, мы выезжаем из Острова, Серега говорит, звони. Я так смотрю на часы, уже 5 часов Не, вечера. я уже ему звонил.
Ты мне сказал, мне позвони. Да? Да. Мы выезжаем из Островца, я смотрю на часы 5 часов вечера, где-то без 15, 5, что-то такое вот, или уже 5. Уже вот только-только То темнеть есть, начинает. да, и я так прикидываю, нам ехать, блин, к нему километров 500. И мы что, в 10 часов вечера будем смотреть его, что ли? Или около этого, думаю, блин, ну как? Ну, без вариантов. И когда мы приедем? Я давай листать, блин, нету, не понял, блин, давай искать. Короче, машина продана. Да, И в давай итоге искать, я звоню объявление этому неактивно. человеку, Да, и я он говорю, говорит, Серега, «Я звони не ты. Я вас не дождался, к сожалению, тут приехали люди И забрали. и забрали машину, им все понравилось. И все. Забрала, упала, блин. Мы Ну, уже им, расстроились блин, окончательно, думаю, посмотрели чё столько чё пассатов, делать? ни хрена не выбрали. И все, конец дня, все отсеялось, и, блин, что делать? Давай дальше искать. Вова опять за телефон сел, давай листать. Я Да, говорю, мы Вова уже решили до Талова просто посмотреть все по блин, дороге. что Мы уже попадается решили, по пути. похрен, что ночь, похрен, что темно, поедем смотреть все, что есть. И уже звоним. Вова нашел один. Говорит, Вова, ребята, продается. Ну, правда, на 1,9. Но он такой хороший, хозяйский. Где? В Сморгоне. Ну, там километров 20-30 или сколько Да, это там очень рядом. близко было. Ну, короче, блин, ладно, поехали. Заезжаем к нему. Сколько вы говорите, владеете ей? С 2017 года. С 18 года? И что за это время делали вообще с ней? Ничего по кузову не идти. Ну понятно, но эти там подвеску меняли. Да, подвеску даже приедем. Ну, грязный фриск. Видишь, с одной стороны что-то ссится, а там сухое. Но это самая красивая на самом деле подкапотка, что мы сегодня. Оказалось, машина действительно хозяйская. Там 320 тысяч пробега. Машина у них с 2017 года, как и мой у меня. Или с 18, по-моему. Или 16, ну что такое? 16, 17, 18, вот этих годах. Короче, уже достаточно продолжительное время в одной семье. И видно, что он в одной семье, потому что уже чехлы видно, что нацеплены, и они уже старые. Видно, что их нацепили давно, уже желая там ухаживать за машиной. Вот эти все вещи не просажены, не протерты, дверные карты Но в опять этих же, местах. ты говоришь, что хозяйская, это вопрос. Потому что к нам выходил молодой человек. Он сказал, что машина сын. его отца. Мгм. Мы этого не знаем. Ну, тоже да. Он сказал, что машина отца, машина снята с учета, то есть висит на транзитах, поэтому можно и Тоже да, может быть и предположить, что перекуп. он просто перекупа говорит, что отца. Хотя, по-моему, либо Вове, либо Игорю он техпаспорт показывал. По-моему, А, Игорь может его быть. разболтал. Ну, короче, насчет этого спорить не будем. Ну что, давай посмотрим, заведем, поднимаем капот, красиво, все вроде нормально, так Не, потеков перед этим нету. мы посмотрели еще кузов. И по Да, кузову посмотрели тоже кузов. было интересно. Там были, Вроде да, бы, нюансы. типа, ржавчинки не видно, но все ржавые моменты просто кисточкой или баллончиком задули. И шпакло тоже есть. Да, и не на- так некрасиво задули, честно говоря. Он говорит, ну, батя, типа, ездил, а он что тут, мы в деревне живем, грубо говоря, ну, маленький город. Да? Он не хотел ей заниматься, поэтому так постоянно подмазывал, и в итоге подмазался до той степени, что там двери уже по внутрянке тоже начали ржаветь, И, ржавые. по-моему, на передней правой двери там был лопнутое шпакло, и там Да. уже все ржаво, там уже дыра сейчас Да, будет. да. Потом по башке видно было, что из прокладки между ГБЦ и блоком все равно масло сочится, вытекает масло. Непонятно Ну, это почему. ладно, это Ну, фигня. ну что, и мы начали пробовать заводить машину, вернее он. И машина не заводится. Да? Да. Короче, сел аккумулятор. Ну и сколько мы толкали раз? Мы толкали, наверное, раз 5. Вперед, назад, Потом вышел вперед. какой-то дед, пытался от своего старого Peugeot или Renault, да? Peugeot 406, Да. как в такси, тоже дорестовая, только По-моему, серый еще седан. старше. 406. Да. Да, дорестовая. Первых годов Ну, короче 406, говоря, серая такая. пытался подкурить, пытался подкурить проводами, как будто от магнитолы какой-то. Ну, Да, такими ну, тонкими. вот такой примерно провод, как на видеорегистратор, который я снял. Короче что говоря, такое. подкурить не получилось, толкнуть не получилось. Затолкали машина мы не его завелась. назад, где она стояла.
я парням говорю, да поехали, не надо ее это самое толкать. Я уже просто почувствовал, что, Не моё. хочет она, не хочет она. И Ну. мне она особо не приглянулась, потому что по кузову вот эти вот тоже, опять же, замазанные нюансы. И по, что-то там, по двигателю ошибка, и все в этом духе. Да, подбросили, вот самое Вот, я главное. говорю парням, что- да не надо уже толкать, поехали нахрен отсюда. Ладно, А сейчас парни, ну толкнем. давай еще раз. И мы вот так 5 раз пытались толкнуть, в итоге она не завелась, и мы поняли, что не судьба. Да, затолкали ее назад, где она стояла. Чуть ли не купили на парковке потом Тойоту Селику. Да. Да, Вове понравилось, мы так присмотрели. Мы же, и так, самое главное, прикольно со стороны понаблюдать. Человек садится в машину, все уже за телефон, 4 лба стоят, уже стемнело под фонарем, 4 стоят эту машину. Мужик так зырк, непонятно, блин, по коробке и поехал. Ну, Так все, давай от греха подальше прыгнули и уезжаем отсюда. да. И уже так трохи, Уже тоже. не трохи, уже мы Уже расстроились нормально. прям нормально. И тут интересный момент случился. Тоже едем уже на обратном пути, грубо говоря. Я говорю Игорю, посмотри И- еще, и- какие и- есть Игорь- варианты. Игорь сам полез, начал... Нет, я ему сказал. посмотри. Не, Игорь тебя начал отговаривать от башисты. Говорит, видишь, они все друг друга одинаковые. Что ты? Не, он не то, что отговаривать, он и до этого говорил, типа, чё вы увязались за этот ВАК? Я говорю, мне нравится не то, что ВАК, мне нравится внешность. Я люблю, я вообще стараюсь выбирать машину та, красивая которая мне внешне. нравится, на которую я могу обратить внимание, типа, обернуться, как говорят, да? А уже там техническое, понятное дело, тоже важно, и там состояние важно, но нужно сначала влюбиться в машину. Мне большинство Passat всегда нравились, поэтому мы, собственно говоря, их и поехали посмотреть. Да, Игорь уже после того, что увидел, еще больше стал отговаривать, а он же у нас любитель типа французов, хотя он Последнее любитель время всего самого простого, как я понял. Да, у него был бы третий, второй гольф, так что он ваговод тоже Да, со стажем. он тоже со стажем воговой. Короче говоря, я ему говорю, глянь еще какие есть варианты, другие автомобили. До вот 6. в этом ценовом диапазоне 2.0 дизель. До 6. Пофигу, механика, автомат уже, хотя изначально хотелось робот, конечно же. Да, до $6000. И он находит один вариант, от который мы решили мы все поехать загорелись. посмотреть. И мы все загорелись, Да, все мы четверо. загорелись, решили поехать посмотреть. И, честно говоря, спустя сутки раздумий я забрал этот автомобиль. Я охренел от самого себя, что я забрал этот автомобиль. Да. Парни меня все убеждали, что надо его брать, потому что это самый лучший вариант за те деньги, из которые мы видели. Да, потому что То есть нужно было либо смотреть машину по старше, по возрасту, и, соответственно, пониже по комплектации, например, либо брать данный вариант. нам всем очень понравилось, потому что за те деньги, которые отдает, плюс прикидываем вложения, она получается самая дешевая среди их всех. То есть минимальное вложение в сравнении с остальными. Да, Если- по вложениям, да. Если B6 там в 7-8 встают, около этого. B6, как Вот минимум... эти- Нет, по B6 самая большая загвоздка в том, что в основную массу нужно вложить было 1,5 косаря примерно. Косарь сразу. В кузов, Просто да. сразу. Не в кузов, в техничку. Но Потому в что там техничку, да. мехатроник, бляха, там С маховик сцеплением со сцепой, маховики там все, проблемы да, с да. турбиной, там проблемы с дросселем. Короче, по-любому косарь вложить Плю- сразу. плюс Про ходовая. кузов я вообще не говорю. Вот ходовой я поменял, это стоит 1500 рублей, Рублей. 1500 по материалам, без учета сход-развала, без учета работы, которую вам вот поменяет все это. То есть 1500 рублей. Это было в том году. Делаем поправку на этот год, где-то Ты 1800. уже это переходишь на другую тему ролика. Мы отдельно Да. соберемся и Да. запишем. Не, ну я имею в виду, почему я не перехожу на другую тему, я говорю то, что по сумме вложений, это нехилый Да. такой я и переплюс. говорю, сразу же нужно вложить косарь баксов. Короче говоря, этот автомобиль за 5 и B6 за 5. Получается, что этот автомобиль, кстати, я сейчас попытаюсь такой вангой побыть, и я думаю, что он станет 6500-6700. Я думаю, больше не должен ты переплюнуть с ним. 6500-6700 где-то, вот, который Серега впоследствии выбрал и купил. Да, при этом Да. я А одну эти- загвоздочку. А При эти этом B6... начинается начальная цена на эти автомобили на рынке 6500. Да. И А мы ее взяли за за 5. 5. А эти... Хорошим торгом. А эти B6, если отдают даже за 4800, там 5, то они встают 7500 под 8. Да. То есть по сумме вложений это сразу, видно, что у тебя минимум косарь разницы получится. А косарь на сегодняшний день, это, извини меня, тоже деньги. И здесь
ее можно восстановить реально в очень хорошее состояние, около идеальное. А там хорошее А рабочее. Passat, да, хорошее. Просто хорошее. Хорошее рабочее такое. Но и мы решили уже, чтобы себя обезопасить, уже, ну, окончательно поставить точку. На следующее утро, когда мы приехали в Брест, вот в Бресте стоял B6 черный, 2-литровый дизель на механике. Вот мы решили его При этом посмотреть. стоял он с лета, по-моему. Да. Короче, полгода практически объявление висит. И мы решили уже в последний раз поехать, себя уже, ну, обезопасить, скажем так, что реально не надо смотреть больше. Ну, уже Да. И этот Passat на самом деле был один из самых живых. Цена его была, по-моему, тоже 5500, 5500. но торговаться он говорит максимум 200 баксов скину. То есть Да. 5300. Самый дорогой из всех после торга, это он самый дорогой. Плюс его, на мой взгляд, это то, что заменена крышка багажника на пластиковую, то есть одним геморроем меньше. Мгм. По двигателю проблем нету, по АБСу, по всему проблем нету, ручник он не работает. Электро, ну, по заслонкам ошибки под климат-контролю и нижний предел именно, короче, фреон уже на минимуме. По заслонкам классика, и еще проблема была у него, то, что у него уже задняя ходовая начинает умирать, потому что там все ржаво, высохшее, уже окислы, понятно, уже все хана, уже надо лезть. И начинает уже жрать, как я тоже на своем рассказывал, как легко понять на многоречашке, начинает жрать уже внутренний протектор заднего правого колеса. Левый еще нормально, а вот правый начинает жрать. То есть всю заднюю ходовую надо переделать. А это уже тоже около 500. Я уже скинул его изначально, чтобы увеличился, я зачем поставил. Ты просто она с какого времени? С лета точно стоит, да? Не, я ее в сентябре, по-моему, выставил. Ну, лет почти. Дешевле преимущество. А с турбиной мудрили, что раз провода. Я хрен его знаю, мне по-моему, РЛ. Мутили с аккуатором, провода видно. А, ИГР вырезали. Нет, не одна есть левая. Правая, по-моему, тоже есть. Посадочка нормальная. Протертость. Правой нету. Поменяли. А развал делали? А при чем пружина, когда на остальных блоке в рычагах менять? Есть фоторазвал делать. Ну, опять же, там классические нюансы по кузову. Двери, арки, Двери, пороги, крылья, капот. Крышка багажника, понятное дело, уже заменили на А, пластик. уже Серега нормально. сказал, что он из 4 дверей одну спасет, а 3 под замену. Заднюю да. правую он сказал, я могу спасти. Да. Арки- 3 двери под замену, это охренеть сколько бабла. Да, это уже 4500. То есть я изначально Так брать, предполагал, около когда ехали мы искать B6 Passat, я предполагал, что по кузову они будут не очень. Но есть такое состояние не очень, которое еще можно восстановить. Даже двери можно частично подварить, и все будет красиво Да, дальше да. ходить долго. Вот. А есть такое состояние, когда уже ну, просто нету смысла даже восстанавливать. Просто на мусор, на металлолом и новое. Как переднее левое крыло моей Audi. Проще было купить новое, что мы и сделали. Да, да. Вот, поэтому
И мы уже решили, что все. Плюс салон там был еще такой. Салон весь. Тоже Ну, там грязнющий. он давно не видел химчистки, да. Ну, короче, человек не очень адекватный в том плане, что он поставил ценник там 5500, а цена ей, ну, максимум 5. Но он еще сказал, что я вообще так продешевил. Я смотрю, сколько они стоят. У меня 7500 стояло, до 5500 скинул. Думаю, что за сильно я снизился. Вся Он, косметика наружу. по-моему, ни разу не красился. По-моему, он- да, что такое говорил. Он ржавый, но он не Но в красился. родне. А, да, там даже до 30-40 микрон Да, был это толстый слой. хороший вариант в плане восстановления, но, опять же, до хрена вложений Точно, изначально. там на крыле и на капоте слезал лак, и там было по 30-40 микрон. Да. Ты сказал, приятно с толщиномером обойти, да. Ну, 20-30 микрон был слой. Там уже слезал, там же все, блин, там же до грунта заводского почти Мгм. стерлось все. Я не знаю, почему так, и что он с ней делал, но, тем не ну менее, что, это так. не следили просто не следили. Не, ну извини меня, у меня тоже сколько машин было. Не сравнивай хрен И- с пальцем. Вот, но, в общем, мы удостоверились, решили, все, эту тему мы закрываем. Что это искать не надо. Серега звонит этому человеку, продавцу, автомобиль, последствия которого он купил, договаривается, что он будет забирать и будет предоставлять предоплату. В общем, вот такое путешествие получилось. Ну, надо во всем искать плюсы, мы убедились. Во всем в СРЦ побывали, в Сморгоне побывали. Самое интересное, мы не сказали, что мы провели в дороге 18 часов Да, мы приехали в и первом часу проехали ночи. 1300 километров Да, за сутки. меньше суток. И ни разу не менялись, я все время был за рулем. Да. Парни там рубились, пытались, а я как, кстати, нормально Я был, не спал, бодрячком. кстати. Ты тоже, да? Вова спал пару раз возле меня. Я думаю, смотрю, Серега Но когда клонит. мы почаще ехали, я вообще чуть не обосрался. Там то заяц выбежит, то еще кто-то. Да, будет. так я смотрю, Серега уже так, устал, ясно дело, когда мы ехали. Не, я, до Столбцов вообще не нормально доехали. был. Я думаю, я говорю, ты нормально, если что, давай я за руль сяду. Я думаю, если что, я сяду за руль, что я такой бодрячком. Да. Игорь лежит спереди, справа, возле меня качается, блин. Думаю, если что, я за руль сяду, Серега покимарит, пускай. Серега, не, нормально, я всё. Да, короче, ребятки, веселое было путешествие. Сначала расстройство, потом... Эйфория потом была. Не, эйфории не было, кстати. Было? У меня не было. У вас было. Вот именно. Они меня убеждали, а у меня не было. Потому что я знаю, что это за машина. Я ездил на такой машине, и я думал, ну не надо мне такая машина. А в итоге я ее взял. Короче говоря, ребятки, если вам интересно, Да, в переходите Сереге мой на канал. канале. У меня на канале также выйдет ролик вот именно в тот же момент, когда выходит этот ролик. Вы можете Одновременно, посмотреть, да. что все-таки мы выбрали. Я не знаю, мне кажется, вы будете в шоке, потому что я был в шоке еще первую неделю. Но Ну, сейчас я поездил на нам ней, понравилось. и, честно говоря, Класс, Вообще мне кайф. нравится. вообще кайф. Особенно, когда ты понимаешь, что в нее вложить 1,5 примерно, и она будет прям персик. Это очень радует. И самое главное, все равно радует то, что ты себя массу работы все равно откинул. Да, конечно, Потому ты что, не будешь блин, тратить время на вот это вот постоянное восстановление Да, кузова. потому Тем более, я что не люблю вот кузов, когда вот по кузову до хрена сварки, я это прям вообще... я вообще не люблю уже Тотал. Я, так говорят, не зарекайся, но так зарекся, что вот с Audi я решил рискнуть так для опыта, найти по низу рынка, остановить, но второй раз я на такое уже не подписался бы. Мгм. Уже все не хочется. Мгм. Уже так, по мелочи, что-нибудь дальше. Обработать днище, да, это надо для себя, для своего спокойного сна, чтобы потом все, никаких дыр в стаканах не было, все остальное. Но уже на такой полномасштабный ремонт кузова я уже на такое не хочу, если честно, Мгм. идти. Ну, я тоже изначально хотел то же Поэтому- самое. Passat CC за косарей 11. Да. А потом планы поменялись, семейные обстоятельства поменялись, поэтому пришлось выбирать Ну тачку да, за не, 5. Поэтому я говорю, что нужно покупать вот то, что мы в итоге выбрали. Такое, ну, не идти уже по На минному поводу полю, да. комплектации, Да. на поводу всеобщего мнения и всего остального. Потому что, ну его нафиг. Я говорю, после Audi я рад результатам. Машина в отличном состоянии, я езжу, мне нравится, но второй раз на такое не пошел бы. Ну, это все. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал Сереги. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.